Добро пожаловать на канал Travel Hub. Меня зовут Дмитрий Михненко, и в этом видео Вроцлав. Я уже 100 лет не был в европейском городе перед Рождеством, и у меня стал вопрос, куда ехать. По моим внутренним ощущениям, самые классные предрождественские города находятся в Германии, Австрии, Польше, ну и, может быть, еще в Скандинавии. Поэтому я выбрал Вроцлав. Смотрите, этот город основали чехи. Длительное время он был под предводительством немецких княжеств. Там, кстати, до сих пор называют Вроцлав Бреслау. А сейчас это польский город. Если этот ролик рассматривать как гайд по предрождественскому городу, то это будет типичный предрождественский европейский город со всеми этими огоньками, елками, Санта-Клаусами и предрождественской ярмаркой на главной площади. Если это видео рассматривать как гайд по Вроцлаву, то этот ролик будет про типичный польский старинный город. Здесь есть площадь рынок и много костелов. Так что давайте смотреть, что у меня получилось. Поехали! Когда я говорил вначале, что Вроцлав старинный город, это была далеко не метафора. Вроцлав – это действительно самый старый город Польши. Он появился на 50 лет раньше Кракова. Это 4-й по населению город в стране, каждый 6-й житель – студент, здесь есть крупный вуз, о нем я расскажу чуть позже, а каждый 8-й житель – украинец. Здесь очень большая диаспора наших людей, из 800 тысяч жителей во Вроцлаве 100 тысяч украинцев. Так что не стоит рассчитывать, что вы сможете соскучиться за родным языком во время этого путешествия. Это не Джавкалев, нет? Не знаю, но вообще прикольная песня. В Киеве не сходили, во Вроцлаве послушаем. А еще Вроцлав называют польской Венецией. Город расположен на реке Одра, здесь есть 12 островов, некоторые из них очень даже крупные, и 112 мостов, по которым можно проехать на машине, а всего здесь около 300 мостов. Смотрите, как это красиво. Они прям, смотри, атакуют. Но я думаю, тут с рук их можно покормить. Особенно голодный. Он говорит, я уже все шоколадки съел, чипсы съел. Жена с дома выгнала. Так что, кажется, я нашел еще один интересный город для любителей Венеции и Санкт-Петербурга. Правда, мне не хватило кораблей на речке. Я люблю, когда постоянно ходят корабли и на воде кипит жизнь. Хотя, может быть, летом здесь все по-другому. Благодаря такому большому количеству островов, каналов, мостов, местные называют Вроцлав город встреч, потому что рано или поздно жители Вроцлава встретят своего знакомого именно на мосту. Кстати, как будет правильно? Вроцлавчанин, вроцлавец, вроцлавлянин. Правильно говорить вроцлавец. Если вы все еще не уверены, стоит ли сюда приезжать, тогда вот вам факт, против которого аргументов уже не будет. В 2016 году Вроцлав стал культурной столицей Европы. Все, заканчиваем с фактами про столицу Силезии. Чуть позже покажу вам острова, костелы и другие интересные места города, а сейчас давайте про Рождество. Основную причину моей поездки во Вроцлав.
Если вы в декабре гуляете по Вроцлаву и замерзли, обязательно идите на рыночную площадь. Здесь есть вот такие классные костры, возле которых можно посидеть, согреться. Вообще обалденная штука. Почему в других городах так не поставят? Класс вообще. Мне очень понравилось. И вот еще подкидывают дровишки. В общем, сидите и грейтесь. Класс. Если вы никогда еще не были на Рождество в Европе, то я вам искренне завидую. Ваши яркие впечатления от этого события еще впереди. На главной площади появляется ярмарка со вкусной национальной едой и напитками. Вот, кстати, асципик. Это вареники с соленым сыром внутри и сладким джемом снаружи. В итоге получается очень даже вкусно, и такое вы попробуйте только в Польше. Вкусно. Ты опять в моем блоге будешь пить и есть. Отдельный респект полякам за глинтвейн, здесь он называется гжанец. Наливают его в чашки, за которые нужно заплатить залог 18 злотых. Потом их можно вернуть, хотя такие крутые чашки можно оставить и себе. За 18 злотых, конечно же. Даже не могу представить, сколько стаканчиков они сэкономят за этот месяц для природы. Везде появляются украшенные дома, елки, народ гуляет и веселится. После посещения европейских городов в канун Рождества остаются теплые, я бы даже сказал, ламповые воспоминания. А как вам эти Санта-Клаусы на мотоциклах? Как по мне, выглядит очень круто. Причем я видел таких же Санта-Клаусов на мотоциклах в Кракове в 2013 году и тоже перед Рождеством. Так что, наверное, это какая-то польская национальная байкерская традиция. Теперь про площадь рынок. Во Вроцлаве, как и в любом польском городе, главное место – это площадь рынок. Центр города, где раньше можно было купить и продать все что угодно. Обычно все самые интересные места находятся рядом. Кстати, отличие Вроцлава от Варшавы или Кракова еще заключается в том, что здесь нет замка в центре города и стоят не только старые здания, но и новые, которые очень даже органично выглядят и вписываются в общий вид города. Отчасти это связано с тем, что старый город Вроцлава был практически полностью разрушен после Второй мировой войны. Тогда он был немецким, город достаточно долго не могли взять советские войска. В итоге капитуляцию подписали только 6 мая за 3 дня до Дня Победы. В некоторых местах города стоят таблички с изображениями этих же зданий после войны. Обычно туристам запоминаются эти разноцветные дома на площади рынок. Но нужно понимать, что раньше в польских городах не было ни названий улиц, ни номеров домов. И люди просто договаривались встретиться на рынке возле Красного дома, например. Поэтому все дома на площади рынок разноцветные, чтобы люди не терялись. На главной площади Вроцлава находится здание ратуши. Оно красивое, и даже если рассматривать его целый день, то вы не рассмотрите все его детали, так как каждая статуя на нем уникальная. Там же были единственные общественные часы в городе, на здании ратуши. На главной площади Вроцлава находятся астрологические часы. Они были построены в 15 веке. И нужно понимать, что для большинства жителей города это были единственные часы в их жизни, потому что на тот момент часы могли себе позволить только очень богатые люди. Механизм этих часов полностью скопирован с пражских часов, но внешне они более скромные. Здесь нет фигурок, которые появляются каждый час.
Кстати, это видео я снимал со смотровой катедры Святой Марии Магдалены. Это одна из 2 смотровых без решеток или окон во Вроцлаве, которую я нашел. И она находится в самом центре старого города. По легенде, на мосту здесь можно увидеть тени душ девушек, которые обольщали мужчин без намерения выйти за них замуж. Так что, девушки, не обольщайте почем зря мужчин. На этом мосту я стоял рядом с фигурками гномов, и это самый главный символ города. Они раскиданы по всему Вроцлаву, их можно найти в абсолютно разных местах. На тротуаре, трубе, мостах и даже за решеткой. По всему Вроцлаву расположено около 400 фигурок таких гномов. Вот. Каждый из них символизирует какую-то профессию, либо событие, которое связано с этим городом. Конкретно эти гномы находятся возле филармонии, и каждый из них играет на своем инструменте. Они очень популярны, у них есть своя штаб-квартира во Вроцлаве, у них есть свой сайт, карта с точками, где отмечено их расположение. По ним даже водят экскурсии отдельные. Их начали ставить с конца 80-х годов, но точные цифры, сколько их во Вроцлаве, никто не знает, потому что их постоянно ставят и их постоянно воруют. Также город Вроцлав дарит этих гномов своим городам-побратимам, и недавно Вроцлав подарил фигурку гнома города Львову. Я, конечно, все 400 гномов не успел увидеть, но вот этот айтишник на Бали – это мой личный фаворит. Наверное, вы уже обратили внимание, что на кадрах с Марсика, кто не знает, это мой дрон, постоянно попадают 2 объекта, которые вообще не вписываются в общую картину города. Вот эта труба и вот этот небоскреб. Наверное, эта труба здесь уже давно, но вот как разрешили построить такой огромный небоскреб посреди 5-9-этажного Вроцлава, это для меня загадка. И мне сразу же вспомнился небоскреб в Париже посреди кварталов со старинными зданиями. Где самое высокое здание в Польше? Варшава? Краков? Лодзь? Вот это здание во Вроцлаве. Sky Tower. Давайте на него посмотрим. В Sky Tower есть крутая смотровая, но я не смог на нее попасть сразу. Когда мы пришли покупать билеты, оказалось, что их можно купить только на завтра, и они продаются на промежуток всего лишь полчаса. Правда, там же я узнал, что их можно было купить и через интернет. С одной стороны, это круто, что там нет толп туристов и можно понаслаждаться видом, а с другой стороны, это совсем неудобная система. Не хочется покупать билет, через 2 дня прийти и смотреть на тучи или дождь. Я пришел на следующий день к Sky Tower уже с билетом. И вот этот таймлапс с небоскребом, это все для вас. Так что подписывайтесь на канал, это моя главная мотивация делать такие таймлапсы и видео в YouTube. Чтобы добраться до Sky Tower, вам потребуется выехать из старого города, так что давайте я расскажу про транспорт. Огромный плюс, что аэропорт Вроцлава находится в городской черте, и вы сможете доехать до центра за 3-4 злотых, а не за 10-15 евро, как это обычно бывает в Европе. На некоторых остановках есть автоматы, где можно купить билет за наличку. Но, например, на такой популярной и крупной остановке, как Sky Tower, такого автомата не было. Так что не рассчитывайте, что вы сможете купить билет за наличку в автомате на любой остановке во Вроцлаве.
Внутри автобусов и трамваев также можно заплатить за проезд, только уже банковской карточкой через PayPass, что я всегда и делал. Но вот вся соль в том, что чеки он не выдавал, а в банковских выписках оплата не появлялась, так как для этого нужен был интернет. Как доказать, что оплата была, я так и не понял. Поэтому на всякий случай каждый раз записывал для вас контент и заодно доказательство того, что я оплатил поездку для проверяющих. Нас, правда, ни разу не проверили, но когда я жил в Варшаве, меня проверяли достаточно часто, так что лучше с этим не шутите. Во Вроцлаве развитая трамвайная сеть и есть много автобусных маршрутов. На каждой остановке стоит табло со временем прибытия маршрута и, в принципе, все приходит вовремя. Полноценная поездка стоит 3,4 злотых, поездка на 15 минут стоит 2,4 злотых. Есть еще проездные, но во Вроцлаве они вам сильно не понадобятся, так как все самое интересное находится в центре в пешей доступности. Также по всему городу раскиданы электросамокаты и велосипеды, которые можно взять в аренду. Вторая по высоте смотровая во Вроцлаве находится вот здесь. Это костел Святой Эльжбеты Венгерской. Изначально здесь была башня высотой 130 метров, но потом из-за урагана обрушился шпиль, вроцлавцы намек поняли и уменьшили высоту до 87 метров. На смотровой ведет крутая и очень узкая винтовая лестница. Приготовьтесь, что физически это будет непросто. Плюс, если перед вами будут идти пожилые люди, то за ними будет образовываться пробка и подъем займет не меньше 15 минут. Но в центре можно посмотреть не только на соборы. Мне лично очень понравился этот парень, который давал всем запускать мыльные пузыри на площади Рынок. Это очень круто, ну правда. Чтобы вот так спокойно подойти и позапускать мыльные пузыри, большие, маленькие, сколько угодно по времени и бесплатно, я такого еще не видел в Европе. Не знаю, сколько я там провел времени, но точно больше, чем полчаса и получил огромный заряд позитива. В конце парня можно отблагодарить, кинув ведерко с подписью «На мечту», злотые, евро, доллары, гривны или рубли, но это уже по желанию. Вечером зайдите в этот квартал неоновых огней, вы наслаждаетесь чем-то таким необычным, артхаусным в таком старинном городе, как Вроцлав, и сделайте здесь красивые фотографии. Вечером выглядит очень красиво и интересно. Если вам захочется тишины и умиротворения, зайдите в этот двор библиотеки Вроцлавского университета. Про него я расскажу чуть позже, но забегая наперед скажу, что на математической башне этого университета находится лучшая смотровая в городе. Еще вы можете пойти на набережную Одры, летом по вечерам там собирается много студентов и можно весело провести время. А еще сфотографироваться на фоне Музея Народове, вот этого здания, которое полностью в плюще. Со стороны Музея Народова открывается классный вид на остров Тумский и его главный собор Яна Крестителя. Собор Яна Крестителя – это первый готический собор в Польше, он находится на острове Тумский, про него я расскажу чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, как этот собор выглядит со стороны, с высоты птичьего полета для вас.
его снял Марсик, а потом посмотрим, какой вид открывается со смотровой, которая находится в одной из башен этого собора. Это первый готический собор в Польше. Мне он особенно понравился, так как наверх можно подняться на лифте. С него открывается панорама на весь старый город, и я советую встречать закаты именно там, с видом на старый город и Sky Tower. Этот таймлапс я снял оттуда. Собор находится в самом центре острова Тумский, и пришло время поговорить про острова. Как я говорил в начале, во Вроцлаве 12 островов. Есть маленькие, есть большие, с парками, с живыми зданиями. А вот остров Тумский просто огромный, и на нем располагается Вроцлавская католическая митрополия. По этому острову водят даже отдельные экскурсии, там действительно есть что посмотреть. Именно в этом месте появился древний Вроцлав. А атмосферу всего этого древнего острова, например, может передать тот факт, что уличные фонари здесь не электрические, а газовые, и каждый вечер их зажигает специальный человек. В древние времена Тумский остров считался городом в городе, так как находился под полной юрисдикцией местного духовенства. Именно поэтому здесь не действовали городские и княжеские права, установленные для других частей Вроцлава. Иногда этим обстоятельством могли пользоваться люди, которым грозила казнь, тюрьма или суд, так как они могли укрыться на острове и остаться безнаказанными. Я советую погулять не только по этому острову, но и по другим. Здесь можно почувствовать душевное спокойствие и умиротворение. Сейчас я нахожусь на одном из островов, и здесь просто куча лебедей. Я видел, как человек кормил их прямо с рук, они у него брали хлеб с ладошек. Но я хочу сказать про другое. Вы вообще видели хоть один крупный город, про который не сняло бы свою программу «Орел и Решка» за всю эту кучу сезонов, которая у них была? Но вот Вроцлав и Познань, которые здесь находятся рядом, это города, про которые «Орел и Решка» не снимали свои программы. И для меня это очень удивительно, потому что это действительно интересные города, про которые можно было бы снять интересный выпуск. Действительно, для меня было большим удивлением, что здесь не было Орла и Решки. Ну, это значит, что у них есть куда еще съездить, и пора снимать новый сезон. И, наконец-то, мое топовое место, которое я точно рекомендую посетить – Вроцлавский университет и смотровая на нем. Вначале я говорил, что Вроцлав – это студенческий город. Каждый шестой житель – студент, и этому есть объяснение. Из Вроцлавского университета вышло 9 нобелевских лауреатов за 20 век. В этом университете можно посетить не только смотровую, но и залы, которые больше напоминают Версаль или Петергоф. Точнее, наоборот, чтобы попасть на смотровую, нужно купить экскурсию минимум по 2 залам. Во Вроцлаве есть крутой университет, сейчас я нахожусь на его смотровой, на математической башне. Мне она понравилась тем, что здесь нет никаких ограждений, и ничего вам не мешает наслаждаться видом, который отсюда открывается на весь старый город. На этой смотровой можно провести очень много времени. Смотреть с такой высоты на весь город и без решеток – это то, что нужно в другом городе и в другой стране. Я думаю, что летом к моему списку мест еще нужно добавить канатку над Одрой, больше прогулок по набережной, ботанический сад, японский сад, зоопарк, африкариум. Если будет время, сходите в Центрум культуры замок. А если будет очень много времени, сгоняйте на Ксьонж замок в 70 километрах от Вроцлава.
А если у вас будет столько времени, что вы посетите все эти места, то садитесь на Flixbus и go в Дрезден. Туда ехать 4 часа. Обычно в Дрезден сложно прилететь, нет прямых рейсов и нужно ехать через Берлин, Вроцлав или Познань. Еще перед финалочкой хочу сказать, что Вроцлав отличный город. Но все интересно находится в историческом центре и в еще одном районе, где находится зоопарк, но туда нужно ехать летом. Если говорить про то, что мне не понравилось, то вот это место с поездом в небо, мне кажется, что не стоит тратить время на него. Напоследок я решил слетать для вас Марсиком по спальному району Вроцлава, и здесь уже типичная панельная советская застройка. Единственное, все чище, причесаннее, я бы сказал, нет мусора, хорошие дороги, ну и в целом чувствуешь себя безопасней. Кстати, если вы интересуетесь дронами, то вот так выглядит спорт-режим на Mavic Air. У меня был автобус в аэропорт через 4 минуты, а дрон был в километре от меня. Марсик разогнался до 63 километров в спорт-режиме, и это мой рекорд. Выглядит впечатляюще для штуки весом меньше 1 килограмма. Это видео без никаких ускорений, вы можете сами посмотреть, насколько это быстро. Если вы досмотрели видео до этого момента, у меня к вам будет просьба поставить лайк, подписаться и оставить комментарий, что вам понравилось и что вам не понравилось в этом выпуске про Вроцлав. Для меня очень важно ваше мнение, я буду учитывать ваши пожелания в следующих выпусках. Все, а теперь финалочка. В итоге, Вроцлав — это классный город. Если вы приезжаете сюда летом, то запланируйте 3-4 дня, чтобы посетить все интересные места. Треть города занимают парки, здесь есть зоопарк, африкариум, а по вечерам студенты собираются на набережной, чтобы провести там целую ночь. Если вы приезжаете сюда зимой, то, конечно, у вас не получится погулять по паркам, но здесь работают все музеи и открыты почти все смотровые. Плюс здесь есть рождественская ярмарка. Именно она создает ощущение теплого, доброго, такого настоящего рождественского города. Исторический центр Вроцлава похож на старый город Варшавы или Кракова. Единственное, здесь нет замка в центре города. Так что, если вы уже были в каких-то крупных польских городах, то Вроцлав вас не сможет удивить, и вы не увидите здесь какого-то сверхинтересного другого города. Поэтому я советую вам посетить какой-нибудь другой город в соседней стране. А если же вы никогда не были в Польше, то приезжайте обязательно во Вроцлав. Он вас впечатлит, и у вас останутся классные, яркие впечатления и от города, и от страны.